Раз, два, три, четыре, пять, всем здрасте. С вами Сварог, и в прошлом видео я вам говорил, что покажу, как пользоваться Hello и Laurel на клан-боссе. Плюс разработчики просили показать геймплей Зелиты, ну, не знаю, может им мало прошлого видео про Зелу, но не суть. Так вот, зашел на первопроходческий сервак, у меня здесь есть и Зела, и Холка с лоркой, и вся хурма, и, конечно же, в этом пике нам понадобится волка на первой пробуде, чтобы уменьшать время восстановления Лорел, когда мы ее будем убирать, потому что лорка, когда мы ее убираем, заливает 50% ярости всем, кто находится возле нее. Ну и Хэллоу на пятой пробуде, конечно же, также имеет неплохой буст к заливу ярости на 15% во время ульты, плюс это будет все стакаться до 5 раз за время боя. Пока мы не начали, небольшой блок рекламы, потому что стример тоже хочет, ну и вы также можете им воспользоваться. Если вы оформите дебетовую карту Тинькофф All Games, то вы сможете получить кэшбэк до 30%, бонусы за любые покупки, ваш никнейм на карте и обслуживание от 0 рублей в год. А если вы ее оформите до 10 декабря, то у вас есть шанс получить 30 тысяч бонусов, которые вы можете потратить на себя любимого. Ну а если у вас уже есть эта карта, то вы можете оформить Тинькофф Юниор для своих детей, потому что это вам позволит контролировать траты ребенка в приложении, поможет ребенку копить со счетом копилкой с доходом до 5% годовых, кэшбэк до 30% за интернет-покупки, конечно же бесплатное обслуживание и оповещение, бесплатное пополнение карты ребенка, также детское мобильное приложение и круглосуточная поддержка. Если вам это было интересно, переходите по ссылочке в описании. Ну а мы продолжаем. Ну и давайте расставляться. Первым заходит у нас Хекс. Хекса мы бафаем Hello в сете капелька. Хекс получает свои законные 10 к атаке. Ставим робота. Робот это единственный лучник, который в этой клетке сможет дотягиваться до клан-босса. Плюс он из адского взрыва, что очень даже неплохо сказывается. И сейчас молимся всем богам, чтобы капля Долорес залила. Она залила, отлично. Ставим Зилу, можно поставить сюда, можно поставить непосредственно поближе к боссу. Зилу бафаем сетом капельки на гневе. Ставим Выса бафаем капелькой на волке. И по поводу Зилы, ну, конечно, потом ставим Пироса и зеленую. И сейчас можно уже начинать ультить Зилой и Хексом, но Пирсом пока не ультим, нам нужно, чтобы Долорес залилась примерно до 85-90%, ну хотя бы 85%. Поэтому включаем Hello, Hello начинает усиленно повышать заливку ярости и чуть-чуть ждем, пока у нас зарядится Долорес. Как только Долорес будет готова, вот 82, включаем Пироса, и пока он там собирает всех в общую атаку, Долорес у нас уже залита. Как только мы включаем Долорес, мы включаем сразу же зеленую и ультим. Зеленая плюс еще навешивает без ульты на всех, кто ультит, баф к урону на 20%, на 8 секунд, по-моему. И сейчас мы ее убираем, потому что если мы ее уберем после ульты, то она не успеет появиться в моем пике на, по-моему, третий щит, чтобы все были с ультой. То есть вот так вот, чуть-чуть сдвинули тайминги. Ну и теперь начинаем ультить Hello, ждем, пока у нас кончится ульта Долорес, Зилы и Хекса, и только потом мы ультанем Пиросом. Ну, плюс у нас сейчас все залиты, ну, почти что там на фудочку сразу же, потому что нам лорка заливает ярость неплохо. Включаем деда, включаем Долорес и ждем. Щит сбит, все хорошо. По поводу Зелиты. Зилу можно ставить на первую клетку к боссу, и у нее на базе есть такое упоминание, что она получает плюс 20% к урону на заблокированном мобе, а так как она будет единственная стоять впереди, то она будет типа а-ля блокировать босса. И по факту, если мы ставим ее здесь и заливаем периодически всегда зеленый, или она стоит впереди, урон у нее не сильно меняется. То есть впереди она не получает 50% ярости от того, что мы убираем лорку, а здесь она как бы почти всегда под ультой. Но по урону я бы не сказал, что это сильно много. А пока мы обсуждали Зелиту, поставили зеленую и ждем, пока у нас зальется Долорес. В этот момент мы еще ждем, пока зальется Hello, ультим Холкой, ультим Долоркой, давай оп, и убираем зеленую. И наши Хек с Зелой почти что залиты. То есть сейчас как раз таки их можно уже будет включить. Они ультанут, потом робота. Кстати, Хекс иногда вручает, на самом деле, своими картами, потому что у него там не хватает там 2-3% ярости, а мы включили Пироса, но так как Хекс собирает карты, то он еще не в общем уроне, грубо говоря. Поэтому можно включить ульту, и он попадет. А так, да, теперь фракция адского взрыва ультит перед своим лидером, потому что в другом случае все, как бы они не успели. Все, включили робота, включаем Долорес, включаем Пироса. После того, как
ульт робота кончится. Но также можно подождать 3 секунды и включить уже под залитых персов с их ультами еще и пироса. Оп, и включаем заодно еще и Hello, чтобы она продолжала подливать. Включаем Долорес, ждем пока ультанет фракция по динозавру и включаем уже после ульты робота. И вот такими вот темпами, периодически подгадывая так, чтобы у нас Hello была почти всегда в ульте. Лорка убиралась в момент, когда у нас фракция либо в ульте, но окружающие герои, либо они почти готовы ультануть и чуть-чуть подождать. То есть вот такие вот микросекундные моменты, и все у нас будет отлично. И обычно, как бы, ну, я после того, как получил Элевин, я забил на все эти приключения с Hello и Лорел, но по факту расстановка с Hello и Лорел выгодна, потому что с Элевин я набиваю там 33-35 тысяч крови. Ну и опять-таки персы у меня не одеты по сути, я очень давно не фармил шмот, потом после боя покажу героев. И снова мы поставили зеленую, сейчас ждем пока зальются все, ультанут, и уже после этого мы ее уберем. То есть вот такие вот моменты, чтобы ульт был либо только кончился, его было много не залитого, либо они все были с ультой, чтобы зеленая ультила. Особенно это касается робота, потому что у него там 1100 ярости, это как бы, ну, много. Поэтому вот робота поставили, проультили, включили Hello и уже убираем зеленую. Она снова всем залила. Робот снова пострелял, и у нас уже вот как бы 30 тысяч крови после третьего щита уже есть. А сможем мы добить до 40. Потому что у нас есть еще 35 секунд на восстановление зеленой и минута с копеечками на сам бой. Плюс сейчас как раз ульт деда. Дед ультанул, Долорес включили. Все под ультой, под бафом Долорес смогли дать урон. Еще раз всех включаем, потому что у нас они были залиты после того, как мы убрали лорку. Плюс Hello пассивно также заливает всем ярость ультой своей. Ну и все, сейчас просто прожимаем всем ульт, и все хорошо. Вот как бы уже 36 тысяч крови. Сейчас еще мы подождем чуть-чуть, не будем ультить дедом, достреляет робот, как раз зальется Долорес. И тут уже как бы толку ждать особо нету. По сути, у нас 30 секунд. Но, конечно же, включаем Долорес, после этого уже убираем Hello и включаем Пироса. И все снова начинают ультить под ультой Долорес. То есть обычно Долорес там ультит, грубо говоря, 5 раз за собой. Здесь она ультит раз в 8-9. Ну, надо посчитать просто. Но в любом случае больше в такой расстановке она дает ульт, потому что ее чаще всего заливают. Не только ее, но и всю команду. И как бы вот с ракет мы уже пробили. То есть, если я переодену всех персов в нормальный топовый шмот, в жесткий фарм там, того же третьего рейда, то да, все будет окей, и я смогу доковырять до полтоса такими темпами. Плюс у меня у той же Долорес, ну, как бы сет-капелька, да, но у меня на ней даже не 12 тысяч атаки, если что. Поэтому как-то так. И вот 41 почти тысяча крови. По урону Зилка 126, Хекс 79, Сетрам 52, Выс 50. И если мы поставим Зилу вперед, у нее будет 125 тысяч. Если мы поставим Выса возле Долорес на место Зилы, то у него будет 60. Давайте посмотрим по персам. Зила в магии. Такие вот. И Кристалл зла на артефакте. Кто у нас там еще был? Хекс. Конечно же, гонец и тоже магия. Ну, то есть, сами видите, шмот достаточно посредственный, то есть, крита даже там, грубо говоря, нету 300, скорость. Ну, конечно, можно было бы еще полтос там 70 накинуть, ну, я думаю, не больше. Ну, и атаки, конечно, тоже маловато, надо бы, чтобы он ушел хотя бы за десятку, было бы вообще шикарно. Кто у нас там еще был? А еще у нас был Выс. Ну, Выс, как видите, вообще по БС где-то там в дне. Тоже в магии, скорость там плюс-минус, крит плюс-минус, атака-то все плюс-минус. Все как-то у него плюс-минус. Ну, как бы вот такой вот Выс, что у него? У него клинок. А кто еще у нас был? Давайте смотреть дальше. Дальше. Даже Пирос. У Пироса Сансара, чтобы он успевал чуть почаще улететь. Хотя можно одеть ту же самую стызу, что поднимет его урон. И тоже в магии. Ну, то есть вот на него вообще одел все, что было такое. Почти что быстрой кнопкой, потому что как такового шмота опять-таки нет. Гнев в капле. Hello в капле. Эффект исцеления 92. Реген ярости 121. Это важно. Ей нужно чаще регенить ярость. Долорес у нее череп. А на Hello, кстати, у нас сфера эйфории. Здесь мне она, по сути, не падает. Она у меня здесь, как видите, плюс 3 заточена. А на глобале она у меня уже на фулочку. То есть вот такой вот дроп артефактов. Ну и Долорес, учение предков. То есть надо все хорошенечко перебирать, пересобирать. Но что-то
так лень на самом деле. Как бы бьет и бьет. Но надо упороться, и я думаю, что как только я переверну всех героев, спокойно сделаю полтос этой же тактикой. Ну и, конечно, да, я понимаю, что многие из вас скажут, вот, там уже 19 плюс этажи фармишь, ну, как бы тут уже понятно, что надо бы фармить. Но если вы не можете их фармить, то всегда можете обратиться ко мне, и я думаю, что мы сможем договориться. Ну а на этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и, конечно же, мирного неба над головой. Удачи!